Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами со Снежаной Егоровой. Она на связи. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, друзья. Снежана, начать наш разговор я хотел бы с очередного, ну, скажем так, ляпа, или очередной раз вступили, знаете, там, не в дерьмо, так в партию. Короче, выходит Подоляк и говорит: мы готовы к демилитаризованным зонам. Даже потом разносится, что мы не уходим из Донбасса, мы демилитаризованную зону организуем. Это уже типа от Зеленского. То есть понятен посыл, сенсация, ничего себе, вот это нагнули, вот это прогнули, потом дальше уже голосишка Литвина, оставшегося советником спичрайтера Зеленского, говорит: неправильно перевели, некорректная информация. Трамп четко и ясно сказал: да, сложно, тяжело, но будет раздел Украины. Так а к чему вот эти все танцы? Почему до сих пор вот этой инфраструктуры советников? Ну вот представляете ситуацию, да? Все обсуждают мирные планы. Ушаков сегодня говорит: судя по всему, доработанный мирный план не понравится Москве. Ну, он так, Ушакова надо как бы смотреть периодически, он очень тихо, мягко, вот это, да, не понравится, ну, там будем смотреть, будем думать, вот это вот все. То есть идут разговоры на высшем эшелоне, на высшем уровне. А у нас в офисе, без главы офиса, советник опровергает советника. Короче, зашаталось капитально. Как вы думаете, без раздела уже понятно, что не обойдется, но как его обставят? Ну, вы понимаете, Саша, если посмотреть на все то, что происходит уже несколько лет последних, то мы можем констатировать, что каждый разговаривает сам с собой. Понимаете? Им проще даже поговорить собственной рукой, а в особенности на Украине. На Украине все, у кого есть рот, все что-то заявляют. Причем эти заявления исключительно исходят из представления о прекрасном того, у кого есть род. Вот, например, тот же Михаил Подоляк, гинеколог, понимаете, он исходит из своего представления о прекрасном. Вы помните, он заявлял, что Россия – это маленькая страна, маленькая, жалкая и бедная страна, что вот мы прекрасные и мощные украинцы. Сейчас придем, и мы покажем, и расскажем, и накажем, и поделим. И потом Михаил Подоляк, старый гинеколог, приедет и будет пить кофеек на набережной Ялты. Ну вот все, что они заявляют, Подоляк, Литвиненко, или как его там фамилия, Литвин. Ну то есть кто эти люди, Саша, кто? Вот еще вчера, несколько лет тому назад, кто эти люди? Чем они занимались? Какой их бэкграунд? Какие их навыки, компетенции? То есть они занимались продажей обуви, организацией ларьков, купи-продай, барыжили там на чем-то. А теперь это великие государственные деятели. Ну вот яка страна, такі і теракти називаються, как в том анекдоте, понимаете? Поэтому все, что говорит Подоляк и, соответственно, все, кто рангом пониже, ну это люди, которые просто отвлекают внимание. То есть они вызывают постоянно какие-то волны в эфире. Вот вы, например, задаете мне этот вопрос, а я и отвечаю. И мы как бы свое мнение формируем. Люди нас послушают, тоже что-то будут по этому поводу думать. Но это вообще не имеет никакого значения. Нет, это имеет значение, что у них нет линии, они... Ну вот опять-таки, давайте пример ярчайший. Нам Зеленский говорит: на этой неделе назначу главу офиса. Было? Было. Все видели заявление, он же там колесил и с телефоном разговаривал, отвечая голосовыми на вопросы журналистов. Трампу немножко там хамил, потом в обращении хамил, говорит, чтоб не спекулировали американцы, выборы, давайте, мол, давайте. Ну, это ключевое такое заявление недели, ключевой момент. Но он же нам говорил, что я, конечно, могу привыкнуть и без главы офиса, но на этой неделе все будет. Вчера выходит, говорит: не время назначать главу офиса. Да елки-палки, что вообще у тебя там происходит? Какие-то советники, непонятно кого, потому что, по идее, это советники главы офиса, вот это сейчас друг друга опровергают. То есть мы вступили в фазу разброда и шатания, а момент-то ключевой, исторический, важный.
Сейчас нужно быстро договариваться, чтобы выполнить выполнить вот эту программу максимум до 25 числа, прийти к чему-то, там, прекратить где-то огонь и начать что-то делать для того, чтобы спасти больше жизней. Чем дольше война, тем больше погибших. По-моему, логика понятно, Трампом изложено. Но мы видим вот эти конвульсии. Вопрос только, направлены на что они, кроме удержания власти? На то, чтобы продолжать вот этот вот сыр-бор, разброд и шатание. Понимаете, Саша, это всегда странно, когда вы ко мне апеллируете, а я вам и говорю. И мы это говорим уже 4 года. Вот вы сейчас говорите, он заявил неделю назад, что нужно главу офиса назначать, и он будет выбирать. Он заявил нам 4 года тому назад, что войны не будет, и все пойдут на шашлыки. А 6,5 лет тому назад он заявил, что он идет как президент мира, и будет мир. И никакой войны не будет, он будет со всеми договариваться. Все, что говорит Зеленский, это ложь. Нужно просто вот большими буквами высечь это у каждого на лбу и не верить ни одному его слову, потому что за все эти годы существования на этом месте он ни разу, никогда не выполнил ни одного своего обещания. И все те люди, которые вокруг него, они тоже пришли с ним не для того, чтобы выполнять что-то, что исходит из логики событий. Вы понимаете, Саша, вы сами себе противоречите. Вы же годами сидите уже и каждый день разговариваете с разными экспертами. И должны бы были уже давным-давно сделать вывод, что Зеленский пришел на эту позицию не для того, чтобы что-то делать хорошее для страны, для народа, для людей. Он делает все для того, чтобы его хозяева, которые привели его в эту позицию, получали максимальную прибыль от того, что происходит. А как известно, по старой доброй традиции, в мутной воде очень хорошо жирную, толстую и большую рыбу ловить. Они ловят эту рыбу уже который год, обогащаются, несметные богатства распиливают, вывозят, отмывают через эту Украину и эту войну, и они заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась как можно дольше. И он выполняет эту задачу. Он создает туман войны, он создает дымовую завесу, он создает вот этот бой барабанов, вот эти там-тамы, вот эти рты его, гинекологический род Михаила Пиздяка, понимаете, и всех остальных его так называемых подельников. Они все работают на то, чтобы сводить людей с ума. Постоянно людям давать вот эту вот конфетку. Мальчик, ты хочешь конфетку? Идем со мной, я тебе что-то покажу и где-то расскажу, понимаете? Или вот эту вот морковку для ослика, которому постоянно машут и кажется, вот сейчас. Сколько раз мы, Саша, уже слышали? Еще осеннее наступление и будет перемога. Ну вот еще весной сойдет, как говорится, снежок, и мы рванем. Нет, вот следующей осенью. И вот мы уже 4 года в этой позиции находимся. А если отмотать кинопленку, то с 2014 года мы находимся в этой позиции, когда, казалось бы, вот-вот, сейчас мы все это свернем, война закончится и заживем. Но на самом деле война все шире, все глубже, все больше участников этого процесса. И, конечно, то, что Зеленский вообще не находится практически никогда на территории концлагеря, он не находится вблизи боевых действий, он постоянно находится на территории Европы, он регулярно находится в каких-то переговорных процессах с другими участниками этого конфликта, и его главная задача вовлечь в этот конфликт еще и вот тех его друзей и подельников Макронов, Шмерцев, понимаете, Урсул фон дер Ляйен и идиота Кая Каллас, которые должны свои народы ввести в состояние анабиоза, довести их до вот этой ненависти звериной, вот эту русофобию развить по максимуму и столкнуть русских вот на территории Украины
на этом поле боя, еще и с европейскими народами, дурачками, которых они там найдут и вовлекут в этот процесс. Поэтому о каком-то мире, Саша, о переговорах, о том, что какие-то территории будут демилитаризованы, и что там типа начнется какой-то процесс договоренности и прочего, не может быть и речи. Это все отвлечение внимания. А так как отвлекается внимание от основного процесса, то, конечно, любые пиздаляки и прочие товарищи могут говорить все, что угодно, потому что они выполняют эту задачу, создают искусственный фон информационный, в который они вовлекают всех остальных и ведут их по ложному следу. Это Понимаете, моё мнение. какой вышел сейчас момент, что так резко возросла цена и ценность народа Украины. Значит, этот же Литвин апеллирует к словам Зеленского, и Зеленский вчера это говорил. Значит, вообще вот эту демилитаризованную зону он почему-то начал называть свободной экономической зоной. Это элементарнейший подлог. Я думаю, что вы помните, еще когда были местные выборы, Зеленский решил провести, ну не то что референдум, опрос на выходе из избирательных участков в момент местных выборов. Там были 5 вопросов от Зеленского. Все, конечно, были в шоке, потому что эти упаковки с бюллетенями, так называемыми, ну, потом находили, кто в мусорнике, кто, в общем-то, считали их, не считали, под отчет. Короче, ну, вот они там привели примеры, там тоже была эта формулировка «свободная экономическая зона». То есть элементарный подлог. Отдать Донбасс, но надо так отдать, что вроде как сказать, что мы не отдали, мы за свободную экономическую зону. Или, например, за демилитаризацию, ну, чтобы и русские отошли, мы отойдем. Ну, в общем, какая-то такая история, чтобы быть более-менее пытаются сохранить лицо. Это ладно, это понятно. Но народ Украины, говорит, будет решать. Значит, референдум, значит, или выборы. Вообще, с точки зрения процесса, и, ну, и юридического, и вообще даже в принципе, да, обществоведческого, референдум и выборы – это две большие разницы. Ну, вот две большие разницы. Но Зеленский их объединяет в одно и говорит, что или так, или этак, в общем, будет вопрос Донбасса решать народ. Это всегда было удобно. Зеленский всегда прятался с первого дня. Вот все, помните, смаковали фразу «каждый из нас президент». Все же очень, как сказал на инаугурационной речи в 2019 году, и всегда все президенты. Ух, как хорошо. Но потом это все вылилось в том, что он просто прикрывается людьми какими-то, да, вот для того, чтобы что-то вот такое делать. Ну, вот так, да. Как вам думается, судьба Донбасса сейчас? Там осталось достаточно немного, имеется в виду славянско-краматорская агломерация, ну и там еще населенные пункты. Сейчас жестокие бои идут в районе Лимана, Северск. Россия говорит, взяли, Украина говорит, ничего не говорит, не взяли. Там же, вот по большому счету, клочок земли, но грамотно, скажем так, организовать вот этот отвод или наоборот, да, оборону, так, чтобы не долетало до того же Северска, невозможно. То есть все прекрасно понимают, что потеря всего Донбасса, всей Донецкой области – это дело времени. В Донецкой области осталась одна шахта. Это просто одна единственная. Донбасс, донецкий там уголь, вот это все. Вышел в степь донецкую парень молодой. Я помню, мой дедушка пел на застольях там вот эту песню шахтерскую. Все, одна шахта под контролем Украины, та, которая относится, ну, к Донецкой области. Выйдет Зеленский с Донбасса даже путем вот этого подлога. Или нас ждут еще месяцы, ну, до фактического разрушения Славянско-Краматорска и вообще близлежащих населенных пунктов и физического, ну, захвата российской армией вот этих границ административных Донецкой области. Конечно, будет до последнего. Мы, по-моему, с Сашей Лазаревым вчера эту тему обсуждали, и я глубоко убеждена, что они будут делать все возможное, чтобы затянуть эту войну, как говорится, до последнего украинца.
Потому что пока идет война здесь и есть возможность это все обсуждать, обсасывать, как говорится, в информационном поле стучать кулаком по столу, обсуждать вот эти вот мнимые какие-то планы о том, что вот-вот, сейчас, и мы договоримся, но только не можем там решить 28 пунктов нашего плана или 20 будем рассматривать. У каждого свой план, и каждый его курит как может со всех сторон. Я думаю, что это выгодная ситуация для западных партнеров, так называемых, Зеленского, а на самом деле его подельников, его хозяев, которые его купили с потрохами, держат за яйца, за горло, за все места, какие только можно его держать, за горло его Елены Зеленской, первой леди, его родителей, его родственников, друзей, за горло Миндича, то есть за всех, кто вообще теоретически может быть причастен к Зеленскому и повлиять на него, вот за всех этих людей они держат. Потому что им выгодно, чтобы боевые действия были здесь, на территории Украины. Потому что как только это поле боя свернется, им придется где-то в другом месте поджигать зажигалочкой, понимаете? А они, судя по всему, или не готовы, или в тех местах, где они собираются поджечь, например, где-нибудь в Казахстане или где-нибудь на Кавказе, видимо, люди, которые управляют этими народами и этими территориями, глядя на то, что творится на Украине, не ведутся на эту разводку. Вы же знаете историю, вот говорил премьер-министр Грузии, что ему тоже британцы предлагали, чтобы они начали войну с Россией, Грузия. И он говорит, ну хорошо, нас там 4 миллиона, и что мы будем делать? Он говорит, ну что, вы повоюете дня 4, а потом уйдете в горы и будете в горах, как говорится, там сидеть, а мы будем вам доставлять оружие, продукты, дрова, будете воевать, как говорится, до последнего грузина. У грузин хватило ума этого не делать, чтобы их дети ходили в школы под мирным небом, и чтобы они жили на своей территории как хозяева этой страны и управляли ею. А у украинцев не хватило ума, потому что украинцами управляют не украинцы. Вот вы посмотрите, Саша, я внимательнейшим образом прослушала, значит, выступление в прямом эфире Игоря Валерьевича Коломойского из суда. Этого прекрасного, доброго дедушки, этого веселого такого, значит, парня из нашего двора, не побоюсь этого слова. И знаете, что мне больше всего понравилось? Помимо там очень многих каких-то факторов, которые он высказывал, и в чью сторону, и в чьи ворота он пытался, как говорится, играть, мне понравилось другое, когда у него спрашивают, а вот как же там, типа, украинское посольство и там, типа, израильские спецслужбы. Он говорит, ну, наверное, их, значит, спецслужбы с нашими договорились, точнее, наши с нашими. Наши с нашими – это кто? То есть, ну, мы же не будем, Саша, в очередной раз закрывать глаза, что несчастные жертвы Холокоста, которые всему миру рассказывали, какие они бедные, несчастные, и как их незаслуженно оскорбили, убили, изгнали, и вообще они вынуждены были создавать практически в пустыне свое прекрасное государство, как эти несчастные жертвы Холокоста сейчас устраивают геноцид в Газе. И, в принципе, ну, в общем-то, даже не испытывают никаких докорів сумления, никаких мук совести они не испытывают. То же самое они делают по отношению к украинскому народу. Мы знаем прекрасно, что нет ни одного этнического украинца в той группе товарищей, которые сейчас принимают решения по Украине, которые продали эту землю, которые устроили здесь прачечную мировую, которые отмывают через эти
прачечные колоссальные бабки налогоплательщиков всех стран и дают возможность обогатиться своим подельникам, начиная с Хантера Байдена и его семейки, заканчивая Урсулой фон дер Ляйен и прочими Макронами, которые отлично любят и обнимают Зеленского, потому что это золотой теленок, который им, как говорится, яйца несет золотые, возит в своем самолетике им регулярно отмытые бабки через эту войну. И, естественно, Игорь Валерьевич Коломойский, он в курсе всех этих схем, потому что он был одним из тех, кто строил эту прачечную, и я думаю, что достаточно долго контролировал этот процесс. То есть, когда они говорят, что в Донецке будет демилитаризованная зона свободной торговли, ну типа офшор или что это, там они это все устроят. Так зачем им вот эта малая часть, если у них есть огромная прачечная вся Украина? И совершенно идиоты, которые, значит, вот этими украинскими рычевками на устах идут в окопы, своих детей туда ведут вообще и помирают, как мухи мрут. За что? За батько наш Бандера? То есть они просто смотрят, эти прекрасные еврейские парни, и думают, боже, еще таких идиотов надо поискать в этом мире. Никто не согласится делать то, что они делают. Скоро мы примем закон и отправим 18-летних их детей. Они скажут, его ли пойдут умирать с русскими, убиваться об Россию. Понимаете, Саша? Поэтому, ну, слушайте, сколько можно это обсуждать? Сколько можно верить врагу, палачу и, по сути, ну, тому, кто взял тебя в заложники? Вот этот самый Коломойский, мне понравилось, он такой радостный, довольный, сидит и говорит, вообще-то классно, хорошо, говорит он, что я 2 года уже сижу в СИЗО. А если бы я был на свободе, можете себе представить? Тогда вы все меня обвинили в том, что я создал эту схему. А теперь какие ко мне претензии? Я сижу в СИЗО и как бы не имею к этому никакого отношения. Правда, непонятно, кто имеет к этому какое-то отношение. И непонятно, откуда у Коломойского так много подробной информации о том, что происходит в Израиле. Но, в принципе, фактически обвинить Коломойского в том, что он участвует в создании этих схем, как бы и нельзя. Понимаете, Саша? Ну, Коломойский сказал, что скоро Бонапарта не будет. Так а кто будет? Вы думаете, Зеленский правда организует подобие выборов с расчетом на то, что он, ну как это, зробимо Трампа разом? Ну типа, да, в очередной раз, в пику Нет, Трампу. я уверена, что никаких выборов не будет. Будут разговоры бесконечно о выборах. Будут бесконечные разговоры. Вы еще год, 2, 5 сможете, мы с вами будем обсуждать, когда назначить время выборов, в каком месте назначить время выборов, а кто же пойдет на выборы, а кто деньги даст на выборы, а как считать будут на выборах, а какие выборы, электронные или реальные, бумажные или какие-то, нужно сделать выборы, а кто будет считать на этих выборах, а где, и кто, и что, и почему, и сколько, а в это время мы бандито, гангстерито, мы по кастету, пистолету, ое, понимаете? То есть это все отвлекающие маневры. Сколько могут люди, сколько еще нужно объяснять людям, что с ними ведут себя как просто с дрессированными собачками в цирке. Понимаете, их долбят по голове, убивают их детей, устраивают им кровавую баню, а потом им вот так вот сахарок дают, понимаете, и они бегут, и хвостом машут, понимаете, говорят, да, конечно, будем делать все, что вы скажете. Так на самом деле так и есть. Они ограбили страну, народ, загнали его в подвалы, в метро, понимаете, выключили им нахер свет вообще. Их дети ходят в
в подвальные помещения в школу, спевают там «Батько наш Бандера», понимаете? Им без минутки молчания даже кусок еды не дают в детском саду. Старики мрут, как мухи, от холода, отсутствия лекарств вообще. Весь народ разбежался. И сидит только Коломойский, такой нормальный, такой хороший, в СИЗО, и радостно рассказывает о том, что у него теперь есть алиби, почему он не участник этого процесса. И все это показывают по телевизору, все это обсуждают. А его, как говорится, продукт Галатея, понимаете? Вот это Пигмалион и Галатея. Она летает на государственных самолетах за миллионы бабла, жрет рябчиков, там я не знаю что, понимаете, как писали, ешь как вот что-то там, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. Скупает недвигу по всему миру, распихивает бабки по карманам, отмывает бабло своих подельников и нормально себя чухает вообще. И если кто-то вообще обсуждает, а получит ли Зеленский по заслугам, а будет ли он наказан, а кем, кто его накажет? Он же памятник, понимаете? Если даже Коломойский в СИЗО сидит и алиби себе нарабатывает, то Зеленский вообще герой еврейского народа, потому что, как сказал Коломойский, наши с нашими в Израиле порешают. И вообще он говорит, попытка покушения на Миндича, это будет прекрасный повод для того, чтобы Миндича не выдавали экстрадиционным судом, потому что если украинское посольство украинским гражданам выдало парабеллум вообще для того, чтобы убить Миндича, то кто же выдаст такого прекрасного Миндича в эту преступную страну? Понимаете, это для этого, видимо, и сделано было. Ну, конечно. Сделано, не сделано, мы не знаем, но рассказано. Саша, ну, конечно. Вы поймите, вы представьте себе красоту игры великого комбинатора. То есть он сидит за стеклом. Два каких-то, я слышала голоса, ну, наверное, это обладатели справок, ну, с Павловской больницы. А что вы, Егор Валерьевич? Ну, то есть это просто, то есть люди видно, даже по голосам слышно. Я думаю, что и признаки дебилизма на лицах там однозначно присутствуют. Я с вами согласен, это полный позор. Посмеиваться, то есть, смотрите, его 2 дня не могли доправить в суд, чтобы он что-то сказал, да? Это позорище просто. Он крутил эту систему как хотел. Да? И тут вот все-таки он имеет возможность открыть рот. А ты ему уточняющий вопрос задаешь. Тю, а что так не справились? В своем уме? Ну так расспроси, что он вынужден был второй раз, во второй день об этом говорить. Можно же было все узнать в первый день. И, собственно, понять, а мы вот... Короче, это, смотрите, тут, понятное дело, там, Коломойская своя игра, но тут же вот эти, правда, олухи с микрофонами, вот просто олухи с отсутствием печати интеллекта на лице. Ха-ха-ха. Саша, подождите, а вы давно вообще видели хоть одно нормальное лицо с присутствием печати интеллекта на пресс-конференциях Зеленского или Ермака? Там все время стоять от такі, що ви кажете? Ой, який ви гарний, наш улюблений президентик, найкращий в світі, бо не втік. Понимаете, там одни дебилы. Вы видели вообще этот зеленый шмарафон? Я же неоднократно говорю про этих тылыц безмозглых, понимаете? То, что им прически сделали і губи губною помадою накрасили, це ж не означає, що в них є мізки для того, щоб ними якось користуватися. Они поэтому и уничтожили все каналы. Они выдавили из страны всех профессиональных журналистов, людей, которые владеют какими-то профессиональными навыками, которые имеют хоть какую-то репутацию у аудитории. Они поэтому дискредитировали всех, вас, меня, других людей, которые, в принципе, понимали, что такое журналистская профессия. И набрали вот так вот, понимаете, они их трусами на Крещатике, как головастиков ловили, Саша. Это вот и есть вот эти, дали мікрофон в зуби і сказали, оце, бачиш, 10 питань до Коломойського. Іди, доню, давай.
вчора ти була доярка, а сьогодні ти журналістка. Чеши оцю до суду и давай пытай. У них же нету ни артикуляции, ни понимания того, что такое логика вещей. Они просто вот, это все равно, что если бы загнали бабушек, которые сидят там, я не знаю, на заваленки в селі, сімочки лускають, і оце вони обсуждають питання, а що оце Петро пішов до нашої Галинки, а коли він вийшов? О 6 ранку? Ой-ой-ой, мабуть, це ж ми розкажемо, коли Дмитрик приїде з заробітків, що до нього, до дружинки ходить Петрик. А це подивись, що дитинка в нього, ага, на кого схожа? Бач, які очки, зелені чи чорні? А не йди сюди, іди сюди, Петрик, а ми подивимося, хто твій батько. Потім твоєму батькові розкажемо, що твоя матка робила, поки він там заробляв гроші. Ну, вот это Петрик в шоке, если честно. Ну, это вот также, это же все воспитывалось и культивировалось, да, в том числе и на этих больших, во многом голубых, но разных экранах. В прямом смысле голубых, понимаешь? Это всякие там шоу, там, от мастер-шефов до холостяков, до каких-то вот этих там, бываем у детей, то каких-то вот этих моментов, понимаете, когда чем дурнее, тем лучше, тем импозантнее, тем краше. Попалось, кстати, когда-то мне видео, ну вот недавно, на днях, как отвечали на вот такие вопросы советские школьники. То есть, смотрите, стресс же сумасшедший. Приходит телевидение в школу. Еще это же не так развито все было. Телевидение, камеры, вот это все, там журналисты задают вопросы. И они рассуждают сложно сочиненными предложениями, с оборотами, с развитием мысли, текстом говорят, то есть абзацами, не буквами и возгласами, а абзацами, чтобы донести свою мысль на чистом языке, с правильной интонацией, с какими-то словами, которые сейчас, нет, наверное, поймут современные дети, поймут слова, но как бы абсолютно не смогут их услышать. Навык утрачен, Саша. Навик утрачен к мишленню. Все декомунізовано, розумієте? Декомунізація. Якщо дурна тітка бере книжки отакі, і отак от їх рве і каже, нащо нам той Товстоєвський, ми його отак от розірвемо. Оце Пушкін, Калатушкін, який-то там гарматний, и аплодируют, животные аплодируют. И детям своим демонстрируют, что нужно вот так относиться к знаниям, к книге, к учителю, к школе. Понимаете? Даже алкаш Мишка Чаплыга, который приходил к вам на эфиры, он обученный в русской вот этой вот традиции, в советской школе, тоже формулируют сложно подчиненными, как говорится, предложениями. И даже в, как говорится, в состоянии похмелья тяжелого, он в состоянии формулировать вот этими сложно подчиненными предложениями. И у него еще какая-то логика присутствует. Как он ее не пропивает, но все равно он может еще формулировать. Так он был этому обучен в советской школе. Его папа, профессор, получил профессорскую степень в советской системе обучения и науки. Но Мишка Чаплыга, из-за того, что он алкаш, он не понимает, что разрушить эту систему легко, а создать что-то новое ты попробуй. И поэтому он берет своих детей, разрушив все это своими вот этими алкоголическими фантазиями здесь, на Украине. Он берет и едет в Словакию, потому что там еще остались нормальные школы, нормальные учителя, нормальное государство, где люди думають о своїх людях. А донечку свою він відправляє на Канадійщину, тому що там гарна освіта, там вона буде розумна. А здесь украинские дети, что они получили после 2014 года? Что получили украинские дети после 2014 года с приходом Порошенко, всей этой майдаунной, дебильной вообще этой тусовки, которая полностью разрушила все, уничтожила образование, закрыла библиотеки, закрыла школы, начала войну,
и уничтожила русский язык, русскую культуру. І регулярно на этих шмарафонах тилиці розказують, що нам не треба того Чайковського, Мусорського, хай діти співають «Неся Галя воду» і все вже добре. И вообще нам не нужны ни музыкальные школы, ни художественные школы. А если и есть консерватория в Одессе, то туда придет какая-то тилиця з полонини і розкаже, що ми не будемо це все гівно ваше там вивчати, тому що це все росіянська тема. Зараз ми будемо, значить, наші українські пісні, колядки будемо розучувати в консерваторії. Саша, ну это же капец, понимаете? И, соответственно, все это вываливается в конечном итоге в суд над Коломойским, где он сидит и глумится над ними. Он же видит, что они дебилы. Он говорит этой тёлке, которая типа журналистка, говорит: слушайте, вы будете много с конвоем там пререкаться, а ну-ка отойдите. То есть он сидит в клетке, но рулит процессом и говорит этой дуре, что типа нечего тут конвою хамить, иначе я тут перестану перед вами шоу устраивать. А потом какой-то Дурбалай там тоже из-за кадра что-то там ему задает вопрос, и камера упала. Он говорит: вы камеру сначала поднимите, а потом будете уже говорить, что я тут свои золотые бусины просто так вам буду вываливать изо рта, как говорится. Вы ловите золотые бусины, иначе больше никогда и нигде вы этого услышать не сможете. Он просто глумится над всеми этими полуживотными. Вот он их считает именно гоями. Но вопрос в другом. Когда вы говорите про советских детей, про советское образование, да потому что это было государство, которое образовывало людей, которое давало им свет разума, понимаете, и светлое будущее хотело строить. И в светлое будущее они не хотели идти с рабами, понимаете, жалкими какими-то зарубичанами. Нет, ну погодите, эти все как бы с посеянным зерном светлого советского доброго вечного потом нас, в принципе, и привели к этому всему здесь, в Украине. Ну, давайте откровенно говорить. Все же эти товарищи, как бы, вы там, не знаю, насколько там корректно, некорректно, нельзя вам ответить. Ну, ответить что-нибудь в Телеграме конкретно вам, там, привели пример, да, допустим, человека. Да, пусть ответит. Смотрите. Он как раз, между прочим, я тебе хочу сказать, Саша, я никогда никого не трогаю, тот, кто меня не трогает. Но после того, как Чаплыга позволил себе после наших эфиров, в своем телеграме и где-то там вообще мое святое имя произносить своим алкоголическим ртом, я считаю своим долгом ответить ему в общественном пространстве. Смотрите, тут дело не в этом. Дело в том, что эти же люди и довели потом вот нас к вот такому тяжелейшему положению. Нет, Саша, это были не эти же люди, а твой дружок Чаплыга в твоих же эфирах, я внимательно прослушала, рассказывал историю, как заезжали ось ті, що сиділи в діяшпорі у Канадійщині з грошима, коли распался Советский Союз, они как раз заползали через львовские вот эти все тусовочки, устраивали там вот эти все бандеровские чтения, которые проплачивали пани Ирину Хварион, тоже получившую образование при Советском Союзе, которая преподавала русский язык, а потом за бабки американские она вдруг стала страшной вообще поклонницей Бандеры. И потом во Львове, на Львовщине начали формироваться вот эти вот кружки по интересам, в которые, кстати, тот же Мишка отлично и входил. И там, видимо, ему и водочку, и коньячок подливали с кофейком у кав'ярни десь там в центре Львову на площади Рынок. Поэтому не надо говорить, это были как раз вот те потомки полицаев, которые сбежали после того, что они начудили на Украине, которые были прихвостнями фашистов, которые работали надзирателями, которые расстреливали и евреев, и поляков, и которые работали в концлагере. Потом, когда пришла советская армия, они рванули с баблом
туда на Канадийщину, до Америки, на Вашингтонщину. Там они сидели, вот так вот прижав уши, і делали вид, що вони бідні і нещасні, розстріляні від родження, що всі ці росіянці, всі ці комуняки, значить, їх з рідної землі зігнали. В этом духе они растили всех своих бешеных Катерин Ющенко и прочих яресек, и вот этих вот Улян Супрунів, которые потім поприїжджали до України. И когда у них спрашивали, а у вас есть американский паспорт? Я українкою народилася, українкою я и помру. Они вот так вот говорили. Кто вообще были эти люди? Какое они имели отношение к Советскому Союзу, к советским детям вообще, к нашему советскому прошлому? Они что, носили пионерские галстуки? Они были пластунами, понимаете? Они зиговали, потому что они эту идею от своих дедушек и бабушек несли, как говорится, священный вот этот огонек, который они потом принесли после распада Советского Союза и подожгли. А еще потом очень активно это все, Сашенька, деньгами вот так вот засеяли и начали промывать мозги молодому поколению, рассказывая про те, що ой, оце все комуняки, дивіться, якісь вони собаки, вони вас не любили, отам на Московщині всі жерли в три горла, і в них там все було, а ми ж тут бідні нещасні, в нас нічого не було, поки та Московщина існує, нікому життя не буде, як Ющенко розказує. Його теж переплавила пані Катеринка, пока он там с ней детей делал, понимаете? Поэтому не надо рассказывать. Вот те люди, которые жили при Советском Союзе, честные учителя, инженеры, которые по сей день, Саша, если еще Украина не рухнула окончательно, и где-то свет загорается в окошке, это благодаря вот тем людям нашего поколения, которые профессионалы в своем деле. Инженеры, электрики или еще кто-то, которых твари типа Зеленского и этого Михаила Пиздака, понимаете, отправляют в окопы, чтобы не осталось даже в помине ни одного профессионала и человека, который может эту страну поднять вообще на гора. Потому что это люди как раз, вот те советские дети, которые не собирались быть великими миллионерами, миллиардерами, не летали на самолетах и не скупали недвигу где-нибудь в Европе и у лондонского королька, как говорится, под бочком замки не покупали, а живут в своей стране и страдают от этого, потому что они русскоязычные, прошли через русскую советскую школу, и в принципе сейчас это самые затравленные, забитые вообще заложники этого концлагеря. И против них идет война наших с нашими, которых возглавляет Коломойский и вся его этническая группа. И вот этих бешеных, которых Мышко Подоляк, понимаете, тут собирал, как говорится, и внедрял им в голову мысли о том, що ще трошки повоюємо, хлопчики, ще трошки давайте подонатимо мені мишку, і скоро та Московщина впаде і здохне, а ми потім прийдемо такі хороші і будемо все це собі по карманах розпихувати. Понимаете, Поэтому, Саша, когда люди... Вот я получил письмо недавно, хочу с вами его обсудить. Это действительно очень важный момент. Я не буду называть, понятно, и человек просил не называть. Это врач-реабилитолог. В госпитале работает. И, вы знаете, как бы такое достаточно проникновенное письмо. Он, ну, в общем, реабилитация. Он пишет о слове реабилитация в кавычках. Потому что, ну, понятное дело, как там у нас в Украине вообще относятся к вообще этой реабилитации и, собственно, всему остальному. Очень страшная история. Значит, как, в общем, произошло, да? Что было? Я позволю... Он пишет на украинском языке, буквально не. Говорит, военный госпиталь. У меня опасения возникли по поводу препаратов, которые дают солдатам, значит, нашим пациентам. Это так называемая реабилитация с, в общем, современные технологии нам передают союзники. Британия. Значит, прислали какую-то гуманитарную партию
ноотропов, ну, они используются, это все-таки используются эти добавки, ноотропы, для того, чтобы людей контуженных, людей, у которых там, да, вот как-то немножко отходить. Значит, руководство заняло позицию, значит, прислали, надо реализовывать. БАД этот назначили больным, как поддерживающую терапию для восстановления центральной нервной системы. Значит, ради справедливости состав на этикетке, правда, хороший, пишет мне человек. Сначала мы его действительно как бы видели прогресс определенный, настроение улучшается у пациентов, значит, контуженные немножко как бы легче отходят. После 2 недель приему, значит, выраженность негативных симптомов значительно увеличилась. Они, скажем так, концентрация настроения, да, конечно, прилив сил, конечно, но потом диаметрально противоположная ситуация. Многие пациенты начали болеть, непонятная тревога, путаются мысли, судороги, раздраженность, агрессия даже. Конечно, разные люди, они, ну, это долго это все происходит, потому что надо было понаблюдать. Люди разные, они пережили стресс, война, ну, да, раненые, выхаживают. У людей там бывают, но понаблюдав за людьми после этого препарата, короче, он пишет мне, что, в общем, я так тихонько говорю им, выплевывайте, выкидывайте, в общем, не пейте эту ерунду. Это врач пишет. И конечно, он бы мог взять эту пилюлю и отнести в какую-нибудь лабораторию, потому что он уверен, что не совпадает состав на этикетке от того, что дают раненым солдатам, выхаживая их. Но если ты отнесешь в лабораторию, ну, понятное дело, он тебя раскроет. Поэтому люди боятся потерять место работы, потерять бронь ту же, потерять вот это. Ну, человек занимался всю жизнь реабилитацией. Поэтому вот попросил эту ситуацию, не называя его, вот как-то поднять. Таблетки британские. Руководители сказали, ну ладно, там разные бывают люди, там, да, ну понятно, что там контуженные, пережившие, может у них действительно там накрывает там 2-й волной, 3-й волной, ни к чему. Наблюдение твое отбрось, дали гуманитарку. И он пишет такие вещи, говорит, мы как получается... Подопытные кролики. Мы как крысы, говорит. Да. Мы как Да. крысы. Нас травят не пойми чем, а мы любой халяве рады. Потому что боимся обидеть. Да, Саша. Вот такая вот история. Ну, так а что, это для кого-то еще секрет? Кто-то еще сомневается в том, чем занимаются тут так называемые союзники? Как они относятся к украинскому народу и к украинским детям, к украинским женщинам, к украинским мужчинам? Да, это зона генетических экспериментов, военных экспериментов, медицинских экспериментов. Мы что, забыли? Или мы уже не помним о том, как Виктор Ющенко, великий реформатор, пооткрывал вообще биолаборатории на территории Украины, американские, в которые не было доступа государственным органам, проверяющим украинским, потому что там проводились какие-то биоэксперименты, и непонятно, какого рода это были эксперименты, и непонятно, для чего эти эксперименты проводились. Мы что, забыли о том, что товарищ Миндич, которого сейчас вот так вот отмазывают и алиби ему создают, и с помощью Игоря Валерьевича, который ни к чему не причастен, он же сидит в СИЗО, ничего не знает, да только даже не знают вообще спецслужбы украинские о том, что на Миндича в Израиле было покушение, а Игорь Валерьевич знает, понимаете? Создают ему алиби. Так а что, Миндич не имел отношения к каким-то этим бронежилетам, которые якобы были какие-то не очень ликвидные? Что, мы не знаем вообще, что Алексей Резников, который яйца продавал по 17 гривен штучка, когда был министром обороны, тоже совсем не еврей, который сейчас отлично сидит с американским паспортом в Майами, в шикарном доме и покуривает бамбук. Мы не знаем о том, что Алексей Резников радостно сообщал нам открыто, что Украина – это полигон, что
наши так называемые партнеры отрабатывают на украинских городах, женщинах, детях, стариках и домах вообще свое оружие, которое становится дороже для производителей, если оно побывало в боевых действиях и ему дали хорошую оценку. Мы что, не понимаем, что эта война – это золотое дно для бенефициаров этой войны, военно-промышленного комплекса Европы, которые уже расположили на своих заводах заказы и которые заявляют, да, для того, чтобы нам было лучше, мы должны теперь не Порше производить, а танки. Если они получают военные заказы и теоретически планируют эту войну на 3, 5, 10 или 15 лет вперед, потому что война только приносит вот эти кровавые барыши, и они об этом знают, исходя из исторических аналогий, то о каком мире, Саша? О какой демилитаризованной зоне? О каких выборах вообще может идти речь? Украину полностью уже взяли в тиски вот эти вот раковые опухоли, которые метастазы свои пустили во все абсолютно сферы. Они пустили это в сферу мозга, потому что люди не понимают, что с ними делают, потому что они их запугали до такой степени, что врач боится сказать, что вот это все, что им присылают якобы в виде гуманитарной помощи, это просто тупо наркота, которая, если тебя не убили на фронте, то тебя убьет это здесь. То есть просто сделает из тебя дебила, наркомана вообще, который даже не будет понимать, откуда это пришло. А оказывается, это врачи будут сами, видя лекарства, давать в зубы вот этим несчастным людям, которые и так уже стресс пережили. Так а что, мы сегодня с вами вспоминали вот эти 5 вопросиков, которые задавал Володимир Александрович. Это же были мега важные вопросы тогда, в Да. 2019 году. А нужно ли нам каннабис, как говорится, легализовать? Потому что у нас есть очень много травмированных людей. Для того, чтобы они лучше себя чувствовали и мир воспринимали в более розовых красках, не задумывались о том, что с ними сделал, кто это сделал и что с этим дальше делать, чтобы они покуривали травку, сидели, как говорится, на горе и размышляли о лучших временах в своих грезах и фантазиях. Саша, это катастрофа. Это катастрофа. Знаете, я каждый раз, когда об этом говорю, потом приходят такие комментаторы и пишут, что она орет, как потерпевшая. Типа нельзя вот так вот спокойненько рассказать обо всем, чтобы мы поняли, чтобы мы засыпали вообще спокойно. Так потому что мы и есть потерпевшие. Мы лишились страны. Наших детей лишили будущего. У меня лично украли деньги, украли мой дом вообще, украли мою репутацию. Моих детей лишили семьи, лишили нормального образования, возможности жить, развиваться, строить свою жизнь как граждане собственной страны. Мы беженцы, живем хер знает где, непонятно, что нас ждет. У нас нету, понимаете, Игоря Валерьевича Коломойского с миллионами, которые нам алиби, даже сидя в СИЗО, понимаешь, формируют. У нас нету миллионов и миллиардов, которые мы спиздили, извините, у народа Украины, у детей, стариков и женщин, которых мы бросили в эту войну, потому что они совершили преступление и убивают тех, кого они ограбили. Потому что им не нужны свидетели того, что когда-то это была нормальная страна, что люди ходили по мирным улицам, что у них был свет, и интернет, оказывается, был, и телевизор они могли смотреть, когда хотят вообще, а не когда им свет включат, пока они на работе находятся 4 часа, а потом они приходят и думают вообще, им потеплее одеться или сброситься, купить им какой-нибудь там, я не знаю, генератор, а потом считать, сколько стоит бензин, чтобы хотя бы зарядить телефоны или чтобы хотя бы, понимаешь, там, я не знаю что,
лампочку Ильича какую-то включить или там на электрической плитке супчик ребенку приготовить. Вы можете себе представить, Саша, если они берут бабки, взятки за то, чтобы то или иное предприятие включили в список критической инфраструктуры, чтобы тебе свет не отключали. То есть люди в детских садах детей должны держать в холоде, невозможность приготовить еду, нормально детей спать положить или как-то вообще обеспечить их быт. Да и вообще теперь уже в садик опасно ребенка отводить, потому что непонятно вообще, кто и чему его там научит, этого ребенка. А больницы, когда людям делают операции, когда подключается огромное количество препаратов и аппаратов, которые должны работать бесперебойно. То есть в больнице должен быть бесперебойный свет. Если свет отключают, если женщина рожает, или там кровотечение у человека во время операции открылось, херяк, выключили свет, все выключилось, и что ты хочешь, то и делай. А в больнице операция может быть и глубокой ночью, и ранним утром, и в обед, и когда ты хочешь. Кто-то вообще думает об этих людях, о том, как они живут в своей простой бытовой жизни. Владимир Александрович Зеленский, их великий бонефтик, об этом думает. В то время, когда он летит за государственные бабки на государственном самолете, жрет омаров вообще, нюхает кокс и записывает видос какой-нибудь по написанному тексту его подельникам Литвиненко или Литвином, или Пиздаком, понимаете, и рассказывает людям несуществующие истории. Саша, о чем вообще мы говорим? О Ну чем? так, понимаете, в чем дело? В этом же и наша основная, как бы, линия конфликта наших встреч по пятницам. Я говорю, что это надо прекращать немедленно. Я тоже считаю, что надо Любыми прекращать. путями, любыми от слова совсем. Но то, что сейчас вырисовывают нам в мирном плане, ну, смотрите, не решает всех проблем. Вообще ничего не решает. Это оставляет Зеленского, это позволяет ему перестегнуть шлемчики и, в общем, прыгнуть в новый срок, фактически. И он это учуял, у него нюх есть, такое звериное чутье вот это, да, и он за это ухватился и начинает крутить Запад, Европу, США, да, давай нам на Путина, там, да, сделаем нам вот это вот. Ну, имеется в виду 60 дней, чтобы не стреляли. Давай, а мы переизберемся, а потом опять заново начнем. Или, допустим, не начнем, но мы будем дальше вот это все продолжать. То есть черная зима, она такой и будет. Отключение света все больше. Страданий вот этих все больше. Денег нет, потому что не дают в нормальном количестве европейские партнеры на все то, что просит Украина. Более того, тут уже вбросили какую-то интересную историю о том, что США хочет вообще Евросоюз расколоть, и там уже начинается новая линия конфликта. Мол, смотрите, США против Европы, там отдельные страны, Австрия, Венгрия, там ряд стран, чтобы вышли из Европы, представляете? То есть до этого доходит. И Зеленскому это классно, потому что он может на этом фоне переизбраться. То есть вот этот хаос, это круто, это возможность. Просто что это возможность для него, а не для всех остальных. Поэтому нужно обрубить все немедленно, закончить войну, а дальше уже разбираться. Понимаете? Но как бы вы говорите, что нет таких предпосылок и нет такой силы, которая может рубильник этот нажать. Вы же помните, Саша, что капитал ради прибыли в 300% готов на все. Нет того преступления, на которое он не пойдет. Когда український народ послухав пана Кравчука Леоніда Макаровича, нашого чарівного, чудового першого президента, нехай земля йому буде стекловатою, який сказав, що це ми лежали 300 років під росіянцями, а тепер треба полежати під європейцями. Оце пішли, полежали під європейцями, лежіть тепер в могилах, називається. Понимаете, когда вот эти тупомозглые шалавы кричали, я писала пост и говорила, что если мы не хотим, чтобы в ад превратился наш дом, и потомки полицаев сожрали нас, то нужно договариваться с русскими. Одна проститутка прискакала и сказала, что у нас тут не як в твоей любій рашці, Егорова. То, в принципе, вот эти все крики, что не надо нас спасать,
Ну так не надо спасать. Получите и распишитесь в полной мере звериный капитализм, который сожрет все, до чего дотянется. И вот этот так называемый раздел Украины, что типа вот это будет часть русская, а вот это будет наша, американская. Я же слушаю этих маразматиков, которые говорят, что да-да, надо звать Трампа, нужно звать их сюда. Пусть они берут и наши металлы, и вообще нашу промышленность, землю пусть все берут, все здесь ставят, свои какие-то предприятия. Это и будет залогом нашей безопасности. Это будет залогом того, что здесь будет дыра в земле. И там, в этой дыре, будуть всі, хто любить Зеленського, кричить, який він чарівний президент, кращий в світі на землі, бо не втік, бо він наш, тому що ми українці, а то прокляті, трикляті, москвороті, москалі, і ми будемо їх різати, цю русню. Понимаешь? Ну вот, Саша, у Украины есть единственный шанс сохраниться. И он продиктован, как говорится, фактами. Пока Украинская Советская Социалистическая Республика была в составе большого государства, союзного, и находилась под ядерным зонтиком Российской Федерации, никто не позволял себе подобной роскоши жировать и грабить и разрывать на части, на шматки этот народ и эту землю. Как только народ, как говорится, переплавили, рассказали им красивую картинку, как они заживут, засыпали им в голову голливудскую пудру про прекрасную жизнь, понимаете, богатых и молодых буржуинов, то, в принципе, вот все это и началось. И пока люди или их остатки не осознают, что зло сидит на Банковой, и виновниками этой войны, теми, кто заинтересован в ее продолжении, бесконечной войне, они являются вот те, кто сидит в этих креслах, те, кого они выбирают, все это будет продолжаться, Саша. И я честно вам хочу сказать, я не хочу увидеть финал этой трагедии, этой кровавой бойни, потому что Зеленский это и есть козел-провокатор, который с песнями, танцами ведет вот эти стада народов на бойню. Они уже видят вообще, что что-то не то, что никто не возвращается из этих веселых, прекрасных мест, куда он их ведет. Только он один всегда возвращается, и еще более веселый, и еще более, как говорится, жирный. Потому что нужно посмотреть людям фильм советский про козла-провокатора, как вообще его обучают, заводить на бойню с колокольчиками. Вот эти все коровы, лошади, бараны идут за ним. Боятся, но идут. Козла-провокатора потом в отдельную дверку выпускают, сахарок ему дают, понимаете, а всех остальных принимают и режут их на мясо. Но Америка first. Не думает Трамп об украинцах и Украине. Он думает о том, как заработать на этой кровавой бойне. И да, он заинтересован в том, чтобы еще и европейцев вовлечь в эту войну. Потому что по аналогии с прошлым веком, когда на территории европейского континента бушевала Вторая мировая война, все люди, у которых были бабки, которые хотели эти риски, как говорится, избежать, они просто хватали все, что у них еще было, золото, шубы, бриллианты, детей, жен, понимаете, предприятия, и увозили за океан. Они хотят ту же самую схему провернуть. Устроить здесь кровавую баню, максимально вовлечь вообще все народы. Сейчас развалить Европейский Союз, рассказывая, что вот Урсула фон дер Ляйен идиотка, вот Кая Каллас конченая, поэтому давайте вы будете опять свои же страны защищать и любить, и заниматься, потому что вы же лучше знаете ваши интересы. Разорвут вообще вот этот Европейский Союз, опять их разведут по этническим квартирам и потом начнут их сталкивать лбами. Вот их задача.
И пока они будут их сталкивать лбами, кто поумнее и у кого, как говорится, чутье есть, те будут тихонечко собирать манатки и перевозить свои, как говорится, активы в Соединенные Штаты Америки. А кто-то, я тебе хочу сказать, и в Россию поедет с удовольствием на дешевые русские ресурсы и, как говорится, будут радостно сидеть под русским ядерным зонтиком и голосовать за Путина и его преемников. И одни только украинцы, идиоты, которые согласились воевать с Россией. По сути, заниматься аутоагрессией. Ну вот мы и наблюдаем. Я думаю, что нам еще много и долго будет о чем поговорить долгими зимними вечерами. Беда только в том, что у нас будет все меньше и меньше зрителей, которые способны будут нас услышать. И не только потому, что они уже лежат на кладбищах, которые открывает Зеленский со своей женой. Это же надо вообще, Саша, вот представьте себе, это кем? Это каким нужно быть дегенератом, чтобы открывать кладбища? Не, ну что-то же надо открывать, ну вот тоже. Это же все-таки... Ну так вот, я хочу сказать, что большинство аудитории нас не услышит просто потому, что у них не будет ни света, ни интернета. И уже как бы вот эти все прекрасные идеи, которые, возможно, смогут им промыть их засоренный этим бандеровским салом мозг, понимаете? Они просто их не услышат, потому что, ну как-то займутся делом, будут огонек разжигать во дворе. Они же хохотали, они же радовались тому, что на Донбассе дети, женщины выходили и во дворе кастрюльки, понимаете, разогревали, чтобы кашку ребенку новорожденному сварить. Прямо во дворах собирались и огонь поддерживали, потому что у них не было ни воды, ни света. Сидели же украинские граждане с такими же паспортами и говорили, так вам і треба, оце ви там, сепаратюги, колоради, ха-ха-ха, з нами такого не буде. Ну вот, получите и распишитесь. Когда ты желаешь смерти, горя и беды другому, который ни в чем не виновен, ни в чем не виновны были жители Донбасса, Луганска вашего любимого, в том, что идиоты у власти, и люди просто хотели жить так, как они привыкли, и говорить на родном языке. Когда к ним приходили і говорили, що оце позакривали свої москвороті рти, ви в Україні, то маєте говорити українською. Так це не українська мова, до речі. Те, що нам приносять з тих західних регіонів, це якраз гвара, знаєте, говірка. Вообще никакого отношения к украинскому языку это не имеет. И по большому счету вот эти все мовные срачи, это всегда отвлечение внимания, но это очень серьезный фактор, который разжигает ненависть в человеке. Потому что когда человека заставляют быть не собой, выворачивают его наизнанку, у него возникает вот это чувство протеста. А чувство протеста, если оно, как говорится, не имеет какого-то адресата, его можно талантливо собрать в кучу и направить на определенную цель, чем, собственно, и занимается Зеленский, его вот эти все подельники, которые, пользуясь тем, что люди не понимают, дезориентированы, никто их не может направить в правильное русло, сфокусировать их внимание. И плюс полное отсутствие знаний и образования. За 30 лет они смогли из вот этих советских детей, которые сложно подчиненными фразами изъяснялись, читали книги и понимали, что такое хорошо и что такое плохо, они превратили вот в это тупое стадо, которое можно резать годами, а они все никак не могут понять вообще, что они не партнеры, а еда. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша, за то, что ты есть. Берегите себя, друзья. Ваши мозги – это ваше будущее и защита от всех бед. С Богом мы победим. Добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.